Приветствую всех! Наконец-то я добрался до этого здоровяка. Поскольку предыдущий обзор крана получился очень длинным, на 10 минут, смотреть такое довольно тяжело, и я решил провести небольшой эксперимент и обзор этой модели разбить на 3 части. Первая часть, которую вы сейчас и смотрите, будет посвящена содержимому коробки. Я расскажу о новых и полезных деталях подробно. Вторая часть будет посвящена интересным каким-то моментам сборки, механизмы крупным планом покажу. А основная часть, третья, будет посвящена уже модели в сборе. Я расскажу про все функции, как там что работает, насколько это удобно и удачно сделано. Итак, перед нами флагман 2015 года. Эта модель еще выше поднимает планку по количеству деталей. Почти на 200 деталей в этом наборе больше, чем было в кране 42009, который был в 2013 году. И в этой коробке почти 2800 элементов. Поскольку это флагман, коробка с разворотом, очень красивый разворот, здесь вот все функции можно посмотреть. Много функций видно здесь, поэтому нас ждет впереди много интересного. На обороте коробки мы видим B-модель. На первый взгляд она выглядит вроде бы попроще по функционалу, чем основная, но посмотрим, ей будет отдельный обзор посвящен, так что с ней мы встретимся позже. Вообще от коробки впечатление приятное, она тяжелая, и если заглянуть внутрь, то видишь, что не так она привычно полупустая, а действительно много деталей. Я заранее открыл. Такая вот гора деталей у нас ждет внутри. И такая вот толстенная инструкция. Больше сантиметра толщина. Сейчас посмотрим на все это поближе. Начну, естественно, с новых деталей. На мой взгляд, одной из главных достопримечательностей этого набора является новая пневматика, поэтому с нее и начнем. Перед вами новый большой пневматический цилиндр. То, что он большой, начинаешь понимать, когда видишь рядом старый. При том, что длина старого составляет 7 отверстий, длина нового 11, а в выдвинутом состоянии все 17. На самом деле очень круто, длины цилиндра всегда не хватает, поэтому здесь чем больше, тем лучше. И я думаю, что во многих самоделках он будет востребован, этот новый цилиндр. В добавление к большим цилиндрам вышел также новый тонкий цилиндр. Он такой же длины, и шток тоже металлический, поэтому он должен быть тоже довольно прочным. К достоинствам больших цилиндров также надо отнести уменьшенную в 2 раза ширину крепления. Как вы можете видеть на фотографии, новые цилиндры не очень хорошо приспособлены для старых соединительных скоб, но если немного поизвращаться, то можно их как-то там закрепить, и будет тогда вообще удвоенная длина. Также вся новая пневматика имеет новые штуцеры, к которым легче присоединять шланги. В принципе, полезное новшество. Иногда бывает, конечно, довольно трудно трубки надевать. Так, наверное, будет гораздо легче. От себя хочу добавить, что надеюсь, что эти новые цилиндры останутся не только в этом топовом наборе за баснословную цену, но и выйдут какие-то небольшие наборы с этими цилиндрами, и они будут более доступны в большем количестве, потому что, например, вот тонкий длинный цилиндр, он здесь всего один, и, наверное, будет дорого стоить, даже если его заказывать как-то отдельно. Следующая новая деталь, которую нужно сказать, это зубчатая рейка. Ее длина 14, это намного длиннее, чем старая. Видно, что рабочая длина у старой была 9, а у новой 13. Кроме того, новую рейку можно соединить навстречу друг другу и будет в 2 раза длиннее, соответственно. И специально для этой новой зубчатой рейки разработали держатель. Вот она у него входит и выходит. Только одним концом, здесь специальные скобки, и в пазы заходит рейка. Чтобы она была закреплена, нужно здесь ось вставить. Вот такая специфическая деталь. Хотя сама по себе рейка, мне кажется, будет и отдельно использоваться. У нее больше диапазон работы, чем у старой. Поэтому наверняка в каких-то применениях она будет удобней. Так же, как и в кране 42042, здесь новый поворотный стол. Я получил гневный отзыв о том, что я наругался на него. В общем-то, я не хотел сказать, что он плохой, я хотел сказать, что он мог бы быть намного лучше. А так, да, он прочнее старого. Но, кстати говоря, в отличие от старого, нельзя его использовать как каток для гусениц. Поэтому
Ну, есть у него и плюсы, и минусы, не буду больше про него говорить. Конечно, он найдет свое применение, и постабильнее будут с ним настройки, но я жду большего стола все равно, надеюсь, когда-нибудь он выйдет. Завершает список новых деталей эти новые черпаки. Здесь из них сделан грифельный захват, они одинаковые. Ну, довольно специфическая деталь, ну, наверное, найдет свое применение в самоделках. Посмотрим. Как я уже сказал, деталей в наборе очень много. Я сейчас кратенько остановлюсь на интересных, на мой взгляд. Ну, во-первых, тут есть немного белых деталей. Особый интерес представляют маленькие белые панели. Раньше они в белом цвете не выпускались, и в этом наборе впервые мы их видим. В наборе много полезных соединителей, 8 амортизаторов, 4 мягких, 4 жестких и 10 новых рычагов подвески. Также здесь огромное количество серых панелей прямоугольных и скругленных. Скругленные довольно давно не встречались. Да и прямоугольные тоже в большом количестве, но только в Unimog были. Это тоже топовый набор. Там их тоже было много. Здесь есть пару рамок, соединители полезные, а также L-мотор и большой актуатор. Шестеренок в наборе много, но они не очень разнообразные. Если вы увидите, то многие встречаются по одной штуке. В этом смысле, конечно, кран 2013 года был, мне кажется, полезнее и разнообразнее там набор шестерней. Но и тут тоже много, наверняка все они пригодятся. Ну что ж, пора заканчивать с деталями. На мой взгляд, это отличный донор. Деталей очень много, детали разного назначения. Это и элементы подвески, и куча всяких шестеренок, и панели, и новая пневматика. Так что мне кажется, что классный ресурсный набор. Ну, очень много в нем есть всего интересного. Ну, как вы видите, я уже начал сборку, так что вторая часть обзора выйдет очень скоро. Прощаюсь ненадолго. Пока.